Представьте на секунду, что вы просыпаетесь утром, открываете телефон, а на счете уже есть деньги. Никакой работы, никакого начальника, никакого графика. Просто потому, что однажды вы сделали правильные шаги, вложили время или деньги, и теперь они работают за вас. Сегодня я расскажу, как люди реально выходят на пассивный доход и как можно накопить или заработать свой первый $1 миллион. Без сказок, без многоуровневого чуда и без легенд в духе «заработай, ничего не делая». Пассивный доход – это не магия. Это система, которая работает только тогда, когда вы понимаете ее правила. И досмотрите это видео до конца. В финале я расскажу модель, которую используют богатые, чтобы ускорить путь к миллиону минимум в 2 раза. Этого почти никто не объясняет новичкам, а зря. Что такое пассивный доход на самом деле? Пассивный доход – это не ничего не делать. Это делать один раз, получать много раз. Когда у вас есть актив, который приносит деньги, даже когда вы спите. Акции приносят дивиденды, недвижимость – арендную плату, криптовалюты – стейкинг или протоколы доходности. Контент – авторские отчисления. Главная идея – создать источник, который работает без вашего ежедневного участия. Способ первый – инвестиции в акции и фонды. Это самый популярный и самый понятный источник пассивного дохода в мире. Надежный инвестор не пытается угадывать рынок. Он покупает фонды или акции крупных компаний и получает дивиденды. Есть простая модель. Вы покупаете активы, которые стабильно растут, и выплачивают часть прибыли акционерам. И по мере накопления ваших вложений растет и доход. К примеру, дивидендная доходность крупных американских компаний колеблется в диапазоне от 2 до 4% в год. Это немного, но это надежно. Если у вас есть капитал в $100 тысяч, то даже при 3% дивидендов вы получаете $3000 в год. Чтобы выйти на миллион, вы или увеличиваете доходность за счет роста капитала, или наращиваете вложения. Этот способ самый медленный, но самый стабильный. И если ваша цель – спокойный, прогнозируемый пассивный доход, он точно подходит. Способ второй – криптовалютный стейкинг и дефи-доходности. Этот рынок моложе, рискованнее, но и прибыль здесь выше. Особенно если вы используете стейкинг надежных монет – эфир, Solana, крупные ликвидные токены. Стейкинг – это когда вы замораживаете монеты в сети и получаете процент за поддержку блокчейна. Процент здесь может быть выше, чем на фондовом рынке, но важно выбирать только проекты с большой капитализацией и репутацией. Самое важное – понимать риски. Цена токена может упасть. Проект может оказаться ненадежным. Доходность может меняться. Но если вы готовы к волатильности, стейкинг дает возможность приумножать капитал быстрее, чем классические инвестиции. И да, многие, кто сделал миллион в крипте, получили его именно пассивно, через long-hold, стейкинг и участие в проектах на ранних стадиях. Способ третий – аренда недвижимости. Один из самых древних способов пассивного дохода. Если вы покупаете квартиру, дом, коммерческое помещение, вы можете сдавать его и получать деньги ежемесячно. Плюс недвижимости в том, что она растет в цене, дает стабильные платежи, может быть защищена от инфляции. Ключевой совет – важно выбирать районы с растущей инфраструктурой и расчетной окупаемостью. Многие инвесторы берут недвижимость в ипотеку, а арендатор выплачивает ежемесячные платежи. По сути, актив погашает сам себя и приносит прибыль сверху. Способ четвертый. Цифровые продукты. Это одна из самых недооцененных моделей. Вы один раз создаете продукт, который можно продавать бесконечно. Электронные книги, онлайн-курсы, приложения, шаблоны, музыка, графика, видео. Если продукт решает проблему, он приносит деньги годами. Многие авторы зарабатывают от стабильных сотен до десятков тысяч долларов в месяц даже без большой аудитории. Главный плюс – минимальные вложения и огромная масштабируемость. Способ пятый – бизнес-системы, которые работают без вас. Это не совсем ничего не делаю, но если у вас есть система, где операции выполняет команда или автоматизация, это и есть пассивный доход. Пример. Онлайн-магазин, магазин на маркетплейсе,
канал с монетизацией, боты, которые продают услуги или подписки. Главное, чтобы система работала без вашего личного участия. Вы один раз ее строите, и она приносит деньги. Теперь главный вопрос. Как из этого сделать миллион? Пассивный доход сам по себе редко приводит к миллиону. К миллиону приводит комбинация и масштабирование активов. И вот та самая модель, которую обещал в начале и которую используют богатые. Стратегия богатых. 3 слоя капитала. Если вы хотите миллион, нельзя делать ставку на один источник. Нужна система. Первый слой – надежный капитал. Это акции, фонды, облигации. Они медленно, но стабильно растут. Второй слой – ускоряющий капитал. Криптовалюты, технологические компании, стартапы. Больше риска – больше потенциала. Третий слой – активы, которые вы можете масштабировать сами. Канал, медиапроекты, цифровые продукты, бизнесы. Это самый быстрый путь к большому капиталу. Когда эти 3 слоя работают одновременно, эффект умножается. Так люди и выходят на свой первый миллион. Не одним способом, а системой. Финал. Как начать прямо сейчас? Не ждите идеального момента. Начните с малого. Создайте первый актив. Начните инвестировать хотя бы минимально. Развивайте источник, который можно масштабировать. Самый сложный миллион первый. Но его можно построить намного быстрее, чем кажется, если действовать по системе, а не хаотично. Если это видео было полезным, обязательно подписывайтесь на канал, ставьте лайк и включайте колокольчик, чтобы не пропускать новые выпуски. А также заглядывайте в мой телеграм-канал. Там каждый день выходят разборы, новости и проверенные способы заработка. Ссылка в описании.